Привет! Тут уютное подземелье. Я Максим, и здесь я говорю об играх и не только. Сейчас D&D сообщество сотрясают дискуссии, обзоры и споры о новой системе «Убийца ДНД», среди авторов которой есть всемирно известный актер озвучки, голос которого слышал каждый уважающий себя геймер, гейммастер и геймдизайнер, а также лицо канала Critical Role Мэтью Мерсер. Система, которую Мерсер сейчас очень активно рекламирует, зовется Daggerheart, и на данный момент она находится в открытой, бесплатной бете. А это значит, что материалы для нее доступны всем желающим, независимо от их национальности, достатка и гендера. Единственная проблема, с которой может столкнуться игрок, это отсутствие перевода на какие-либо языки. То есть без знания буржуйского туда прямо сейчас лучше не лезть. Я же нужным знанием обладаю. А потому, словно Прометей, я дам вам ту информацию, которая вам необходима для того, чтобы тоже принять участие в тестировании данной системы. Но перед тем, как я начну рассказывать об игре и ее правилах, важное замечание. Речь идет о версии правил 1.3, датированных 9 апреля 2024 года. А значит, скорее всего, что-то из того, что я говорю, может утратить свою актуальность. Что ж, о подводных камнях я предупредил, значит, могу начинать свой рассказ. По мнению самих авторов, Daggerheart, он же Кинжало Сердца, это ролевая игра, действие которой разворачивается в сеттинге высокого фэнтези, полного магии и приключений. Игра создана для того, чтобы предоставить игрокам инструменты для создания одновременно проникновенных и в то же время эпических историй. В самом сердце системы так называемые Duality Dice, кости двойственности, кубики дуализма, раздвоенные кубы. Называйте, как вам больше нравится. Это пара 12-гранных кубов. Да, вы не ослышались, 12, а не 20-гранных. Один из которых олицетворяет надежду, hope, а другой страх, fear. От чисел, выпавших на дуальных кубах, зависит исход заявок игроков. Мастер же и его подконтрольные персонажи используют привычный D20. Вам также могут понадобиться привычные D4, D6, D8 и D10 для бросков урона. Кроме того, очевидно, что для игры в настольную ролевую игру понадобится лист персонажа, то есть чарник. Рассмотрим же его. В самом верху представлена основная информация о персонаже. Имя, наследие, то есть совокупность его расы и происхождения, класс с подклассом, а также местоимение. Строчкой ниже идут показатели уклонения, заменяющего класс защиты из ДНД, задавая сложность для атак по персонажу, броня, позволяющая численно снижать входящий урон, а также характеристики персонажа. Как можно заметить, игра не подразумевает дополнительное деление на навыки, а вместо привычных показателей владения и прочих модификаторов используется так называемый опыт, но о нем позже. Раздел характеристик представлен ловкостью, силой, искусностью или хитростью, инстинктом или чутьем, аналогом мудрости из ДНД, присутствием, или лучше сказать, наружностью и, наконец, знанием. Там же написано, за что данные характеристики отвечают. Ловкость отвечает за передвижение по полю боя, включая навыки спринта, прыжки и прочие маневры. Сила, очевидно, отвечает за поднятие тяжести, захвата и разрушение благодаря физической мощи. Искусность отвечает за контроль над своим телом, мастерение различных устройств и скрытность. Чутье отвечает за чувственный опыт, восприятие и навигацию. Благодаря присутствию или наружности персонаж социально взаимодействует с другими, а знание помогает усваивать, вспоминать и анализировать теоретические знания и прочую информацию. В целом характеристики довольно интуитивны и похожи на то, что было в ДНД, с той лишь разницей, что к привычной силе и ловкости прибавилась хитрость или же искусность. Таким образом, за условную акробатику и скрытность отвечают теперь разные показатели.
Далее раздел с очками здоровья, они же хитпоинты, хиты и хп, а также стрессом, накапливающимся после столкновений с врагами, неудачных проверок и использования некоторых способностей. А в случае, если персонаж получает больше стресса, чем может, вместо него тратится его хп. Тут же представлена довольно непривычная механика – порог урона. В Daggerheart обычно персонаж может получить только 1, 2 или 3 единицы урона, но учитывая то, что показатель здоровья не может превысить значение 12, это весьма ощутимо. Для определения количества урона и нужны значения порога урона. 3 числа над ХП персонажа олицетворяют порог для минимального урона, серьезного урона и тяжелого урона, которым и соответствуют значения 1, 2 и 3. В некоторых ситуациях, когда значение урона значительно превышает порог для тяжких повреждений, мастер может назначить огромный ущерб, равный сразу 4 единицам урона. Если показатель уклонения нужен для определения сложности попадания, порог урона для определения количества повреждений, то броня призвана уменьшить значение урона противника таким образом, чтобы урон не прошел тот или иной порог. Например, имея кожаный доспех с показателем брони 2, игрок может потратить единицу брони, чтобы снизить результат урона противника на 2. Таким образом, если мастер выбросил 7 на урон, игрок может уменьшить это значение до 5. Таким образом, снизив порог урона со значительного до минимального. Игрок волен тратить столько единиц брони, сколько у него ее осталось. Количество использований фиксируется квадратиками справа от показателя брони. Во время отдыха персонаж может ремонтировать броню, восстанавливая потраченный ресурс. Справа от здоровья и брони оружие персонажа. Тут все довольно просто и привычно для игроков, знакомых с ДНД, с тем лишь отличием, что модификатор для бросков на попадание не ограничивается силой или ловкостью, и некоторые виды оружия будут использовать прочие модификаторы. А также даже самое посредственное оружие может обладать различными свойствами, например, повышать модификатор атаки или ценой высокого урона снижать какую-то из характеристик. А также важно обратить внимание на дистанцию оружия. Да, разное оружие более эффективно на разных дистанциях. И нет, речь не идет только об оружии ближнего и дальнего боя. Так, например, алебарда может быть использована на большей дистанции, чем прочие предметы. К слову о дистанции. Daggerheart предлагает закончить спор о клетках и гексах, отказавшись от конкретных значений дистанции в принципе. Вместо этого расстояние измеряется зонами. Зона ближнего боя, очень близкая дистанция, близкая, далекая, очень далекая и вне досягаемости. Обычно персонажи могут двигаться в пределах близкой дистанции, а для перемещения на большее расстояние в полубитвы может понадобиться проверка ловкости. Зачем вам проходить проверку, чтобы подвинуться? Постараюсь ответить далее. Очень важным аспектом игры является отсутствие привычного порядка ходов. Свои действия персонажи совершают до тех пор, пока не столкнутся с провалом при проверке, или пока в их планы не вмешается страх. Вместо привычной инициативы Daggerheart предлагает использовать счетчик или трекер действий, на который игроки выкладывают свои жетоны каждый раз, когда совершают действие, требующее бросок кубов. Таким образом, можно отслеживать, кто из игроков не успел внести свою лепту в повествование, а также каждый раз, когда наступает очередь персонажей мастера, действовать они могут столько, сколько на трекере лежит жетонов игроков. Согласен, звучит это очень непривычно и непросто, особенно в вопросе контроля спотлайта. Но в теории это должно сделать нарратив более плавным и позволить игрокам провернуть абсолютно безумные вомбо-комбо, невозможные, если бы персонажи действовали в строгом порядке. Итак, как было сказано ранее, для проверок используются Duality Dice.
Остановимся подробнее на том, зачем нам дуальные кубы и за что в игре отвечают надежда и страх. Итак, для проверок навыков и атак используются два 12-гранных куба – кость надежды и кость страха. Чтобы не путаться, разработчики советуют выбрать два разноцветных куба. Результат, который мы получаем, это сумма результатов на каждом из кубов и название того, на котором выпал больше результат. Рассмотрим на примере. После заявки игрок бросает дуальные кубы. Выпадает 5 на кубике надежды и 11 на кубике страха. В таком случае результат будет 16 со страхом. Рассмотрим и обратный случай. Сделав заявку, игрок выкидывает 7 на кубике надежды и 1 на кубике страха и получает результат 8 с надеждой. Таким образом, после сравнения результата броска со сложностью, установленной мастером, мы получаем 5 возможных исходов. Успех с надеждой, то есть действие удалось выполнить, и игрок получил надежду в свой запас. Провал с надеждой, действие не удалось выполнить так, как хотелось, и игрок также получает 1 очко в запас надежды. Успех со страхом, действие удалось выполнить, но у этого успеха есть и негативные последствия, которые мастер может описать сразу после броска, либо оставить на потом, получив свой запас очков страха. Провал со страхом. Очевидно, отсутствие желаемого результата и возможность для мастера сгустить краски еще сильнее. И, наконец, критический успех, которого можно добиться, получив дубль, то есть одинаковые числа на обеих костях. В этом случае все получилось не просто хорошо, а даже лучше, чем ожидалось. Кроме того, игрок получает очко надежды и убирает единицу стресса. О стрессе поговорим позже. Когда речь идет об атаках, критический успех подразумевает дополнительный урон, равный максимальному значению, которое игрок может выкинуть на кубиках урона. 10 для D10, 8 для D8 и так далее. Таким образом, страх – это ресурс мастера, накапливающийся после провалов игроков, который мастер может использовать для действий НПС, в то время как надежда – ресурс игроков, который они могут копить для выполнения особых действий. Одним из таких действий является помощь сопартийцу. Потратив очко надежды и описав действия самого персонажа, можно дать преимущество на бросок для своего товарища, то есть вместе с его дуальными кубами бросить свой кубик надежды, дав своему сопартийцу возможность выбрать наибольший результат. Некоторые способности и заклинания также требуют очков надежды для активации. Другое действие – использование своего опыта, записанного под счетчиком надежды, ниже здоровья и стресса. Нет, не того, к которому привыкли фанаты ролевых игр. В Dagger Heart опытом называется специализация персонажа, набор его знаний и навыков в какой-то узкой области, позволяющих прибавлять его модификатор к проверкам. Опытом, судя по прочитанному, может быть буквально почти что угодно, что может одобрить ваш мастер. От хобби, происхождения, профессии и конкретного навыка до емкой фразы, вроде «никто не останется позади» или «поймай меня, если сможешь». Опыт – довольно занимательная механика, о которой я могу рассказать подробнее в следующий раз. Ну и наконец, последнее, о чем я хотел бы рассказать, это карточки персонажей. Как вы могли заметить, на чарнике не хватило места для описания заклинаний и прочих способностей персонажей. Это вполне осмысленное дизайнерское решение, так как боевые способности персонажей вынесены в отдельные колоды, доступ к которым игрок получает, выбирая класс и подкласс для своего персонажа. Каждый класс соответствует комбинации двух доменов или областей знания. Всего на данный момент в игре 9 доменов и 9 классов с 2 подклассами. С доступом к доменам игрок получает карты своих доменов. Карта домена состоит из следующих элементов. В левом верхнем углу написан уровень карты и домен, которому она принадлежит. В правом верхнем углу число со значком молнии, означающее стоимость призыва этой карты из своего хранилища или схрона. Аналогично тому, как волшебникам и жрецам необходимо заготавливать свои заклинания, карты доменов могут храниться либо в вашем снаряжении, либо в хранилище.
Вы можете свободно перемещать карты между ними во время отдыха, но за возможность достать карту из хрона во время боя необходимо отметить столько стресса, сколько написано в правом верхнем углу карты. По центру карты написан ее тип. По типу карты доменов делятся на способности, заклинания и гримуары. Различные навыки взаимодействуют с другими картами по-разному, поэтому важно обращать внимание на тип карты. Ну и наконец, большая часть карты занята описанием ее эффекта. Эффекты всех карт я никак не смогу охватить в этом видео, а потому, если вам вдруг это интересно, обязательно пишите в комментариях. В целом, знание этих механик должно быть достаточно для понимания того, что из себя представляет Дагерхард. И если вы найдете мастера, то скорее всего сможете без его помощи влиться в игру. Да, безусловно, данное видео нельзя назвать полным обзором на игру и ее механики. Для такого видео мне понадобится значительно больше времени и сил. Но если вам и правда это будет интересно, я разберу и прочие нюансы игры, включая доступные расы, классы и домены. Если так, пишите в комментариях. Что ж, большое спасибо за просмотр, играйте в хорошие игры и пока!